Еще в июне месяце говорил, что на беседку я хочу отвести 1 месяц, но у нас 1 месяц растянулся уже на 2 месяца. Буду сегодня продолжать, и сегодня же буду уже заканчивать с крышей. И, друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на канале. Большое спасибо, что заходите, интересуетесь этим видео, ну и подписывайтесь. Сегодня хочу уже закончить с беседкой. Сегодня буду перекрывать крышу. Привез для этого очень много материала, привез кровельные листы. Сегодня буду завершать с беседкой. Ну, друзья, всем приятного просмотра. Поехали! В прошлый раз я засверлился под нагиля, забил по 1 штуке в каждое бревно. Одного аккумулятора у меня не хватило. Вот, нужно вот это отверстие будет досверлить, забить сюда нагель. И еще хочу забить по 1 нагилю еще вот в каждый угол, чтобы было на 2 нагилях держалось. Можно, конечно, и не делать, но на всякий случай пускай будет.
Сегодня у нас, как обычно, жарко. Беседка находится прямо на солнышке. Фух, работаем. В этом сезоне липа цвела у нас с самых макушек до самого низа. Вот я нахожусь на беседке и смотрите, горошек. Липа уже отцвела. И после цветения у нее вот такой маленький горошек. Вот он. Вот смотрите, это буквально 2 метра над землей. Походу погода решила измениться. Пришел сильный ветер. Вижу вдалеке уже подходят и тучи. Я как можно быстрее пытаюсь сделать крышу. Уже установил. Раз, два, три, четыре, пять. 5 стропил. Сейчас уже пойдет обрешетка. И вообще я хотел до установки покрасить всю доску. Покрасить, отпилить, подогнать, прикрутить. И также с обрешеткой. Но погода вот нас очень сильно торопит. Я думаю, что если бы я этим занялся, то и пришел бы дождик. Поэтому решил немного поменять ход событий. В общем, сейчас делаю обрешетку. Красить буду уже потом. Ну, конечно, будет это неудобно, но что теперь поделать? Главное, нам надо сделать крышу. Будет крыша, можно уже спокойно будет красить. Ну что же, конечно же, это не так, как хотелось, но придется маленько теперь как-то изголиться и придется красить как-то с лесенки уже изнутри.
Настал новый день, пора продолжать работать с беседкой. Вчера я застелить крышу не успел, очень сильно вымотался. Сейчас буду с утра ее перекрывать. Дождик уже начинает накрапывать, надо бегом-бегом, в общем, завершать, пока дождик не разошелся. Вот и пришло время до перекрытия крыши моей беседки. Стропила я установил надежно, их закрепил сплошной обрешеткой. Теперь осталось за малым это правильно установить кровлю. Я очень долго думал, какую использовать кровлю, и мой выбор пал на черепицу Andulin DIY. Во-первых, кровля гарантированно не протечет 20 лет при условии, что монтаж выполнен четко по инструкции. Мне очень нравится, что Andulin не шумит, потому что в его составе нет металла. Кстати, из этого вытекает еще одно преимущество: крыша не греется. Крыша из Andulin не ржавеет и не конденсирует. Кровлю запросто можно смонтировать одному своими силами. Материал легкий, его с легкостью можно поднять в одиночку. Для монтажа всего лишь потребуется нож, молоток и ножовка. Инструкцию можно найти на сайте изготовителя. Там же можно посмотреть, как материал выглядит на разных домах. У них есть свой подробный YouTube канал, там очень много видео про сам материал, его виды. Очень много видео про монтаж с полезными советами и лайфхаками. Ссылки я оставлю в описании под видео и закреплю в комментариях. Ну что, поздравьте меня, успел я перекрыть крышу, немного, правда, вымок, все-таки дождик меня зацепил, но крыша готова. Установил конек, все пробил, все должно быть отлично. У нас сегодня прямо тест боем, тут же монтаж, тут же проверка. Ну, думаю, качество будет на высшем уровне, никаких протечек не будет. Кстати говоря, находиться здесь
поприятнее. Да, действительно, андулин барабанит не так сильно, как профнастил. И здесь можно даже будет и побеседовать. Никакой дождь не прервет беседу с собеседником. Да, действительно очень повезло мне. А так бы, если бы дождик сбрызнул бы, все доски бы вымокли, пришлось бы ждать. А сейчас доски сухие, намочить дождик их не успел. И можно уже между делом красить. Здесь все внутри. Эти столбы я буду красить в цвет, светлый цвет, а все остальное будет у меня в цвет пола. Ну-ка, комар. Да, повезло мне. Прямо считанные минуты уже под конец прибивал конек, не снимал. Быстрее, быстрее, чтобы дождик не разошелся. Ну и, конечно же, вымок. Сейчас я делаю укосины, вот уже прикрутил 3 укосины, прикручиваю их на вот такие большие саморезы на 240, как они, на глухари или как называется, кто знает, меня поправьте. Сейчас прикручиваю укосины, потом начинаю красить беседку и потом буду устанавливать в самом конце блясины. Вот. Блясины с перилами у меня будут на по две стороны, вот на этой стороне и вот на той противоположной. И, собственно, друзья, у нас немножечко еще осталось, буквально, ну, совсем чуть-чуть, и беседка уже будет полностью готова. Самое вот тяжелое, кропотливое и долгое — это покраска. С покраской у меня практически работы закончились. И пока красил, думал, а не покрасить ли мне все-таки столбы все в один цвет. Вот, столбы будут одним цветом, а перила с блясинами будут светлого цвета. Выглядеть тоже будет очень красиво, я думаю, можно и столбы оставить таким цветом, а можно и
тоже их покрасить. Я думаю, тут можно, в принципе, пофантазировать. Вот. Сейчас я буду делать подшивы вот здесь под конек. Хочу сделать также вот таким нахлестом, как я делал на землянке. Очень понравилось мне это. И сюда буду тоже воплощать. Вот, друзья, вот такой будет у нас вид беседки. Вот и вторая сторона готова. Это самые такие нудные работы. Это прикрутить, разметить, снять, выпилить паз, чтобы не было нахлеста. Это все обратно установить, прикрутить хорошо, покрасить, то слезть, то подняться. В общем, переставляю лесенку. И это все такие работы, которые затягиваются надолго. В принципе, сейчас уже все высотные работы закончены. Буду я сейчас переходить к перилам. Вот так вот, друзья. Выглядит все довольно-таки красиво, неплохо. Краска, кстати говоря, которую я вот нанес, она маленько отличается от краски, которая на полу. Видать, нужно еще ей впитаться немного, так сказать, обдаться ультрафиолетом солнечным. И потом, наверное, это все будет у нас более-менее как-то однотонно.
По-моему, получается очень даже и красиво. Осталась одна блясина, и эта сторона готова. Прям четко так все. Результат себя не заставил долго ждать. Перила установлены. И в общей сложности сломано 3 биты. Я уже нашел последнюю биту у себя здесь. Из китайского набора такая сомнительная бита. Но все-таки я докрутил. Вот. И все. В принципе, беседка уже на 90% готова. И когда крутил, все-таки решил, что вот эти столбы буду красить в этот же цвет, как и крыша. Столбы у меня с укосинами будут в одном цвете, а эти перила с блясинами я ставлю пока так. Потом в следующий раз покрашу их в более светлый цвет. Ну, примерно вот, чтобы был вот такой цвет. Ну и вот, друзья, я уже думал, что у меня докрутить не получится, так как биты уже на исходе были. Вот. Вспомнил, что у меня еще были вот эти самые плохие биты, которые я сразу же убрал. И ими я докрутил. Так что, друзья, все в хозяйстве пригодится. Сделал специально сплошную обрешетку, но по инструкции ее можно было сделать с шагом 366 миллиметров при уклоне более 15 градусов. А я считал здесь примерно уклон 20 градусов. Можно было сделать не такую сплошную обрешетку, но я решил перестраховаться и сделал специально с запасом. Мы бываем здесь не каждый раз, получается по выходным, и зимой контролировать количество снега на крыше не всегда получается. По прошлой зиме у нас снег прямо бывает по полметра на крыше. Поэтому решетка это прямо с запасом. Прочности крыши с запасом. И не будет у меня такого чувства, что крышу вот-вот проломит. Так что можно смело даже и снег будет не скидывать с крыши. Перила я решил установить только с двух сторон. Вообще какая идея у меня и задумка. Сделать беседку проходящей. Здесь выход и здесь выход. Здесь я со временем хочу в дальнейшем сделать, облагородить участок. Сделать хороший приятный очаг, где мы будем готовить в казане, там на сковороде. Даже есть задумка сделать мини, как это, пекинская или как это, печь, которой можно запекать. Я забыл название, меня поправьте в комментариях. Где можно будет небольшой жирничок засунуть и что-нибудь испечь. Может быть, придется сделать ее и в другом месте. Посмотрим, это мы выявим опытным путем, путем эксплуатации этой беседки. Возможно, даже и придется сделать и третью стену. И зона готовки у нас будет, допустим, вот в том месте. Это определим со временем, так что все обживем и уже сделаем выводы, что и где будет в дальнейшем размещаться. Вот. В дальнейшем нужно будет сюда сделать очень большой стол, здесь примерно 2,70 по краям, и сделать где-нибудь, не знаю, 2,5 метра, вот такой большущий стол. Сделать 2 больших скамейки, может быть со спинкой, а может быть и нет, может быть вместо спинки будут у нас перила. Это все тоже посмотрим. Стол охота сделать большой, чтобы на большую компанию здесь все уместилось.
Ну и, собственно, сейчас я хочу прибраться. Здесь все убрать, хотя бы сделать небольшую уборку. И потом у меня в конце будет эта покраска вот этих 4 столбов с укосинами. В начале июня я говорил, что на эту беседку хочу отвести 1 месяц. По итогу ушло у меня целых 2 месяца, друзья. И это еще за малым. Впереди у нас еще предстоит это сделать стол, скамейку, провести электричество, сделать освещение. И вот тогда это, наверное, будет целых 3 месяца, друзья. В принципе, я уже закончил с беседкой. Вот она. Добавил немного дикого стиля к этой беседке. Не знаю, если вам не понравится, то можно ее будет снять. Но выглядит с этим вообще прям так сурово, друзья. Что? Я очень устал. Я устал красить эту беседку. Прямо, не знаю, уже на последнем издохе я красил 4-е бревно. И думал, ну уже наконец, друзья. Так что вот он результат. Довольно получилось мощно, массивно. И беседка очень красиво вписывается в просторы нашей полянки. На сегодня я закончил, друзья. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Спасибо, что набрались терпения и досмотрели, так сказать, результат, который я задумал еще в начале июня, когда говорил, что беседка это у меня на 1 месяц, но что-то пошло не так, друзья. Всем спасибо, заходите, подписывайтесь в Telegram. Всем пока!